Последние несколько дней в Бангкоке вот такая ситуация с воздухом. Небо такое пыльно-серое и как будто небольшой смог. Пару дней назад приходило на телефон оповещение со службы безопасности о том, что концентрация каких-то там частиц большая и нужно носить маски, нужно беречь свое здоровье. Основная причина загрязнения воздуха — это мелкие частицы PM2,5. Эти частицы называются ультрадисперсионной пылью, которые очень-очень мелкие, ну и, соответственно, они легко вдыхаются, не фильтруются никак. Поэтому люди, кто страдает какими-то заболеваниями астмы или вот органами дыхательных путей, вот им следует быть особенно аккуратными и бережными к своему здоровью. И всем, конечно, рекомендуется носить маски. Вот, наверное, именно поэтому в Бангкоке так много людей ходят вообще в масках. И я скачала вот такую программку Air Visual. Здесь можно отслеживать показатели качества воздуха в вашем регионе, независимо от страны, где вы находитесь. Покажу сейчас на обычном примере. Вот здесь, где я нахожусь, качество воздуха вот такое, 125. То есть если раньше мы читали, что индекс выше 100, это уже считается опасным, то вот здесь он 125. И тут можно посмотреть состояние воздуха в вашем регионе. Например, вот по городам забьем Москву. Вот в Москве показатель воздуха индекс 70, PM2,5 и разбивка по часам. Я видела по последним новостям, что ситуация воздуха тоже ужасная в Казахстане. То ли в Астане, то ли в другом городе, не знаю, сейчас посмотрим. Вот Астана 76. А если попробовать Казахстан? Вот Алматы, да, а в Алмате 106. Тоже превышает, ну, конечно, не так, как здесь, но тоже вообще ничего хорошего. Это сейчас час дня, то есть самый разгар дня. Такая видимость, такая дымка. В общем, индекс PM2,5 – это такой индекс мелкодисперсионной пыли, которая очень легко проникает в наш организм и, скажем так, не фильтруется, потому что очень мелкие частицы. И когда этот индекс высокий, это особенно вредно для тех людей, кто страдает астмой либо какими-то заболеваниями органов дыхания. И в Бангкоке часто бывает такая ситуация, что вот такая вот погода, да, такой загрязненный воздух, но в основном это бывает январь-февраль, то есть, скажем так, в зимний период. В это время очень высокое давление и практически штиль, то есть очень мало ветров. Этот воздух, получается, стоит, и он как бы не уходит. Кроме того, как я поняла, это связано с тем, что работают автомобили, да, какая-то загазованность, производство какие-то выделяют тоже вот этот вот вредный воздух, там, строительство. Все это негативно влияет на качество воздуха. И еще по одной из версий, из-за того, что это зимний сезон, очень многие районы, особенно на севере Таиланда, они сжигают какие-то свои сельскохозяйственные там урожаи, не урожаи, видимо, засохшую траву и что-то еще. И поэтому вот этот вот грязный воздух, он тоже никуда не девается, он не уходит, скапливается вот так вот взвесью, висит над городом. Но это по тем версиям, которые в общедоступных источниках. Поэтому мой совет для всех тех, кто собирается в отпуск именно в Бангкок в январе-феврале,
Ну, я бы, наверное, воздержалась. Понятное дело, что когда ты здесь живешь, тебе уже от этого никуда не деться. Но если вы планируете ваш отпуск, если, не дай бог, у вас есть какие-то заболевания, то лучше, наверное, выбрать не Бангкок, а какие-то другие города, где нет вот такой проблемы. Еще бы, конечно, знать, сколько это все будет продолжаться, ну, потому что где-то, больше недели уже такая ситуация, недели 2, наверное. Я решила, в общем, выбраться из дома и хочу поехать в центр, в район Сиам, на выставку Bangkok Art and Culture Center. Там вроде как очень много различных картин, и я люблю такие заведения, периодически посещать, поэтому, несмотря на этот смог, думаю все-таки выбраться в город и хоть какие-то культурные мероприятия посетить. Изначально я не хотела ехать в этот смог, куда-либо, но с другой стороны уже столько дней сижу дома, никуда не выбираюсь. Я, конечно, взяла с собой маску, я ее одену. Вот. И куда-то уже просто хочется выбраться, сменить какую-то обстановку, атмосферу. В крайние дни как-то очень много работы навалилось. А учитывая, что вся моя работа находится в России, это другие часовые пояса, разница во времени. И просыпаюсь я как бы по бангкокскому времени, а ложусь спать, скажем так, по московскому времени, когда у нас там заканчивается работа. А работа там у нас заканчивается в 10 вечера. Здесь это 2 часа ночи. Ну и получается, после 2 часов ночи, пока там какие-то дела еще там, смотрю, как отработали там сегодняшний день, и вот 3-4 ночи я только ложусь спать. Это очень поздно. И несколько дней последних, с 1 января у нас же новое законодательство, и все такое. И получается, вот 1 января мы проснулись и начали все вот эти вот переделки, там кассы, вы знаете, налоги, там НДС, плюс нас там затопили, в общем, какой-то дурдом. И мы сейчас оперативно все это решаем. В общем, я постоянно на связи с Москвой. И с 1 января я не знаю, я куда-то ходила вообще после 1 января, куда-то ходила я погулять или нет. Такое чувство, что нет. Представляете, вот я поняла, что я совсем уработалась, и мне просто нужно куда-то выйти, посмотреть мир вокруг меня. А то так вот, знаете, и просидишь в этой своей комнате за ноутбуком до пенсии. Я так не хочу. В последнее время я во всех видео появляюсь вот в этой футболке. Она мне так нравится. Она из хлопка и такая вроде плотненькая, но просторная, дышащая. Вообще просто кайф. И я заметила, что у меня есть такая особенность. Мне, если нравится какая-то вещь, я в нее залажу и все, и ношу, не снимая. Только вечером там постирала, на следующий день обратно ее одеваю. То есть мне все равно то, что я могу носить одни и те же вещи там изо дня в день. Многие, я знаю, парятся по этому поводу, и многим очень важно каждый день менять образы, как-то подбирать наряды, планировать, что они оденут, чтобы не выглядеть одинаково. А мне вот настолько все равно. И знаете, с этой футболкой была такая история забавная. Мы с сыном ходили в зоопарк, и там был олень. Мы кормили этого оленя. И в какой-то момент он чихнул. Сын был в этой футболке, это вообще его футболка, я у него отжала ее. И вот мы ходили в зоопарк, олень чихнул на него и испачкал эту футболку просто вот от рукава до самого-самого низа. И я, как мама, как и положено, говорю, давай я ее заберу, я ее отстираю и верну тебе ее, как новенькая, будешь дальше носить. Потому что он пробовал ее постирать и говорит, она не отстирывается, как будто эта футболка на выброс. Я забрала эту футболку, ответственно пыталась ее отстирать. Я стирала на режиме хлопок раза 4, наверное, и на 90 градусах. Я пробовала несколько раз с отбеливателем ее. И в итоге пятна, не отходят просто. Вот такие вот рыжие пятна. Наверное, не видно. Рыжие пятна во всей футболке. И в итоге я ее испортила еще хуже, потому что от отбеливателя остались вот такие белые пятна. Даже вот этот вот светло-кремовый цвет, даже он съелся. Но пятна от этого оленя никуда не делись. И, в общем, эту футболку я оставила себе, потому что сын ее носить все равно не будет. Вот, в общем, из таких благородных побуждений, что якобы я ее отстираю,
Я ее просто себе отжала. Так, я сейчас хочу приехать на метро, и у меня есть вот такая купюра, чуть-чуть надорванная. И интересно, примет ли ее терминал. Принял, кажется. Жетончик сохраняем до конца поездки, потому что на выходе нужно будет его опустить в турникет. Вот мы и на месте. Насколько я знаю, тут вход бесплатный. В общем, эта выставка посвящена картинам корейским, которые называются минхва. Это картины, изображающие жизнь, которая издавна существовала наряду с образом жизни и сезонными традициями людей. В новогодние праздники корейцы традиционно вешают картины на входную дверь, чтобы отпугнуть злых духов и привлечь удачу. И эти картины впоследствии превратились в сехва или новогодние полотна. Позже уже это название превратилось в известное минхва. Это отражает стремление людей к миру и жизни. Таким образом, минхва — это не просто декоративное произведение искусства, это визуальный язык, который объединяет стремление и благополучие, мудрость повседневной жизни в символические формы и цвета. В настоящее время традиционная минхва вновь привлекает к себе широкое внимание. Многие артисты изучают древние произведения и тщательно воссоздают их, одновременно создавая собственные. Именно эта выставка тут проходит с 13 по 25 января. Дальше потом, вероятно, будут какие-то другие выставки, можно будет прийти еще раз. Вот в Москве, честно, я даже не помню, когда я была на подобных мероприятиях. И чтобы я когда-то ходила на выставку картин, я, наверное, даже не припомню. Но вот здесь мне надо. Это королева, очевидно, в разные годы ее жизни. Это мне нравится очень. Похоже на нашу акварель. Так красиво как-то. Выставка небольшая, довольно компактная, но интересно все равно, конечно, посмотреть. Когда ходишь по таким мероприятиям, немножечко погружаешься в культуру. И всегда интересно посмотреть, чем люди живут. Можете как. Ну вот, немножко хоть обогатились духовно, можно теперь и чаечек с мороженкой попить.
Это, конечно, охренеть, как этот ребенок отжигает на барабанах. Прям, вот знаете, аж мурашки по коже.